Привет! Недавно делилась с вами своим первым впечатлением о Huawei P30, рассказывала о главных фишках, которые там появились, и всяких интересностях. Еще тогда я невольно проводила параллель с прошлогодним флагманом P20. Но вы знаете, на днях как-то сравнивала стоимость каждого из смартфонов и вообще задумалась над целесообразностью покупки нового гаджета. Ведь разница в цене по сути ровно 10 тысяч. Это не 3, не 5, а 10. Поэтому решила, что для тех, кто пользуется P20, будет полезно знать, стоит ли обновляться до 30-ки или это все типичные маркетинговые уловки. А также, если вы стоите перед выбором взять P20 или P30, к чему же в итоге склониться? Подход к сравнению у меня будет не такой, как обычно. Я наглядно сопоставлю быстродействие смартов и их автономность, чтобы вы смогли понять, что такое 980-й Kirin в P30 и с чем его едят. А еще увидим, насколько сбалансированной стала вся система в новом флагмане на практике, а не в теории. Для начала хочу показать вам свод главных характеристик. Вот эта таблица. Видим с вами, что за счет того, что убрали бровь, диагональ в 30-ке стала побольше. Хорошо, что теперь OLED у нас не только в Pro-версии, ну а разрешение не особо изменилось. К процессору и автономности, как и обещала, вернемся позже. В теории же был 970-й Kirin, стал 980-й. Huawei апгрейдила видеоускоритель и отдельный блок под названием нейронный процессор, а также выросла УЗУшка до 6 гигабайт. Понятное дело, большое внимание уделили камерам. По сравнению с P20 в 30-ке их модернизировали. Повторюсь, теперь вместо монохрома широкоугольный модуль и крутой зум. Сенсор даже похорошел, светочувствительность выросла в целых 4 раза. Правда, стаба в 4К как не было, так и нет. Ну да ладно. А фронталка стала чуть поярче. На мой взгляд, P30 однозначно круче внешне. Градиент у него намного глубже и интересней. Это, например, если сравнивать модели в цветах Twilight у P20 и Северное сияние у P30. Но вот новый жемчужный — это просто до безумия красиво. Он невероятный при любом освещении и в любых условиях. Я как увидела его, поняла, что это просто любовь с первого взгляда. И важный момент. P30 обзавелся мини-джеком. Плюс, плюс, плюс и еще раз плюс. Ну а теперь к главному. Я подумала, что все эти мегагерцы, это все, конечно, круто, но по факту ни о чем. Поэтому сейчас я буду по очереди запускать одни из самых популярных приложений, игрушек, социальных сетей, дабы проверить, есть ли разница в скорости загрузки. Я зарядила каждый из смартфонов до 100%. Сначала я их перезагружу для чистоты эксперимента. Заодно посмотрим, кто из них сделает это быстрее. И видим сразу, что это все же P30. Я обещала вам автономность отследить, поэтому сейчас повключаю все, что только можно, чтобы активно заюзать P20 и P30. Максимальную яркость, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и запись экрана, пожалуй. Вот так. А теперь погнали. Ну, во-первых, в синтетических тестах отставание P20 было еще более заметным. А во-вторых, отрыв 80 тысяч очков — это весомо. Опять же, повторюсь, тестим и автономность, поэтому еще и Geekbench запущу, чтобы нагрузить батарею. Результат и скорость, по сути, не изменились. Думаю, местно теперь понаблюдать за игрушками. Им надо много времени для полной загрузки. И если с PUBG, асфальтом все понятно, то даже Subway Surf на P20 загружается откровенно дольше. Попробуем соцсети и еще что-нибудь. Сторонние приложения, установленные с Play Market, тоже прогрузились быстрее на P30. А вот родные плюс-минус одинаково на двух смартах. Давайте сейчас прогрузим какие-то сайты в браузере. Очень важный момент еще. Проверю, какое количество приложух осталось активным в оперативной памяти, то бишь открою их по новой. В целом разницу в 2 гигабайта я не особо ощутила. Приложение 9, 10, P20 и P30 открывают без перезапуска. И это если среди них минимум 2-3 тяжелые игры. Смотрим на заряд. Тут у нас 81% на P20 и 89% на P30. Чтобы добить смартфоны, включать долгоиграющее видео в YouTube в максимальном разрешении по Wi-Fi. Оставшуюся батарею флагман прошлого года съел за 7 часов, а новый за 11. Подведем итог. Huawei P30, как я и предполагала, показал хороший результат. Некоторые из приложений объективно прогружаются быстрее, а батарея хоть и по объему больше всего на 250 МАч в сравнении с P20, но продержалась объективно дольше. OLED и свеженький процессор сделали свое дело. Пишите в комментариях, как считаете, стоит ли флагман 2019 года от Huawei своих денег или же нет. Как всегда, приятная новость от нас. На этот раз мы разыгрываем Huawei P30, но не стандартную версию, а прошку. Для участия переходите по ссылке в описании. Там все доступно и понятно, думаю, разберетесь. Но не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и жмякнуть колокольчик. Предлагаю еще посмотреть видео, где я делюсь первым впечатлением о том самом Huawei P30 и сравнение Samsung Galaxy S10 Plus с прошлогодними флагманами. Пока!